Поприветствовали команды друг друга. Поприветствуем и мы с вами, дорогие зрители. Сегодня с площадки чемпионата Республики Саха-Якутия, первая лига среди женщин. Будем показывать полуфиналы и буду комментировать я, Татьяна Иванова. Сегодня первая полуфинальная игра, как уже сказали, между командой города Якутска и Усть-Алданского района. Перед вами коллектив судейского состава, который будет судить первую полуфинальную игру. Первый судья на вышке Ася Бережнева, судья первой категории город Якутск. И второй судья Мичиль Пахомов, судья второй категории Амгинский район. Главной судьей соревнования выступает Константин Дмитриевич Гаврилев, главный секретарь Виктория Максимова. Чемпионат начался 16 марта, и мы вступаем в заключительный этап. Давайте послушаем стартовые составы команд. Номер 5 Тамара Апосова. Номер 6 Анна Апосова, капитан команды. Номер 7 Юлия Литвева. Номер 8 Марина Захарова. Номер 11 Евгения Евдокимова. Лидер команды номер 12 Ника Апосова. Тренер команды Максим Апосов. На площадку приглашается стартовый состав команды города Якутска. Номер 1 Светлана Моркова, капитан команды. Номер 4 Светлана Шишкина. Номер 5 Клавдия Федорова. Номер 8 Александра Свернин. Номер 11 Анжелика Федорова. Номер 13 Эвелина Васильева. Лидер команды игрок под номером 23 Виктория Шайна. Мы видели и слышали, с каким боевым настроем команды зашли на площадку. Еще свежи в воспоминаниях финальные баталии 8-х спортивных игр в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса. И сейчас у нас такой повтор финала июльского, но в формате полуфинала республики первой лиги. Вообще в рамках первой лиги задействовано 8 сильнейших команд из городов и муниципальных районов республики. По ходу матча я еще буду возвращаться к этим играм. А сейчас первый свисток на первую подачу со стороны Усть-Алданского района. И сразу демонстрирует отличную игру в защите. Команда Усть-Алданского района наглядно, как видим, уступает в росте, но это будет с лихвой компенсироваться быстрой игрой в защите и на страховке. Остается без атаки Усть-Алданского района, но сейчас будет Анна Готовцева вводить мяч, быстрая скидка и... Немножко тут помешали друг другу игроки Якутска. Первое очко остается за подающей командой. На линии подачи у нас Виргиния Евдокимова. Прошу обратить внимание зрителей на данного игрока. Со стороны Усть-Алданского района атака будет развиваться в основном через нее, через номер 11 и через Анну Готовцеву, что естественно, игрок под номером 3. Шишкина Светлана ввела мяч в игру. И Аня Готовцева начинает набирать свои очки в штатном режиме. Капитан команды Аня Амосова на линии подачи. Посмотрим, что подготовит Якутск, но, к сожалению, подача застревает в сетке. И
Александра Смирных, одна из сильнейших подающих не только в команде Якутска, но и на уровне республики. Пока счет 3-2, Якутск впереди. Такая уходящая подача, атака издалека. У Якутска блок высокий, поэтому Уйсалдан будет чуть вдали от сетки выстраивать свои атаки. Александра Смирных продолжает подавать. Анжелика Бурцева. У Эвелины Васильевой был вариант еще и подключить доигровку в лице Светланы Муратовой, но предпочли играть через метр. Хорошо было задумано, но пока мяч не попадает в 9 метров. Счет 5-3. Анжелика Бурцева ошибается на подаче. В предыдущих матчах одним из главных эйсеров команды Якутска была как раз Анжелика. Сейчас Аня Готовцева в прыжке подает. И сильнейшая атака без блока от Светланы Муратовой. Чемпионат 2023 года, он пост-игровой, скажем так, да, после спортивных игр народов Якутии. В целом наблюдается некое общее расслабление. Команды пробуют новые составы. Большинство команд разыгрывают молодых школьниц. Но вот Якутск, как мы видим, сохранил полностью состав свой барагонского образца. Притом без легионеров. А в составе уйсалданской команды 4 школьницы, которые время от времени будут выходить на замену, чувствовать атмосферу большой игры. Долгий розыгрыш и завершение со второй линии. К сожалению, неудачно для Уйсалданского района. У нас Руйдана Амосова для усиления приема входит в игру. Пока отрыв 3 мяча. Зацепляет у нас либера Ника Амосова, но пока очко остается за Якутском. 9-5. Разладилась немножко игра в приеме у уйсалданской команды. Ну и подача идет между игроками. Усложненная. Снова нет доводки. И спокойно, так укороченным ударом Клавдия Федорова. Одна из грозных оружий в составе Якутска. Ой, кстати, вот единственное приобретение, скажем так, после игр. Клавдия на играх играла за сборную Северо-Восточного федерального университета. А в этом сезоне заявлена за команду города Якутска. Анна Готовцева, наконец-то.
зарабатывает своим ударом очко для команды. 6-11. И подает Усялдан. Хороший одиночный блок. Но тут зрячая скидочка в шестую зону от команды Якутска. 12-6. Уже двукратное пока превосходство на табло. Надо было просто попасть в угол площадки. Но что-то пока с атакой не очень удачно складывается. Первый перерыв берет главный тренер команды Усялданского района Максим Амосов. До игры удалось побеседовать с двумя тренерами, но оба отметили, что сборы прошли в таком экспресс-режиме, скажем так. Город Якутск 2 недели проводил сборы, подкачались, общую физическую подготовку подтянули, а Усялданский район выезжал на соревнования в город Вилюйск. Там они заняли 3-е место, и после соревнований сразу товарищеские игровые тренировки провели в течение 3 дней. Возвращаются после перерыва команды. Будет атака от Виргинии Евдокимовой. Анжелика Бурцева. Касание игрока. По итогам первой половины первой партии пока удары у Якутска значительно по силе превосходят. Ну и используют преимущество высокого роста. Скидки, накаты в шестую зону. По блоку находит вариант команда Усялдана. И самая высокая волейболистка, школьница села Танда, игрок под номером 10, заходит в качестве центрального блокирующего. Снова через Анну Готовцеву. Александра Смирных приносит 16-е очко. Счет 16-7. Команда Якутска вышла из своей группы с 1-го места, выиграв у всех своих соперников со счетом 3-0 с 9 очками. Команда Усялданского района вышла со 2-го места, соответственно. Они уступили в первой игре Чурапче и затем выиграли у намских и алепнинских волейболисток. Немножко не дорабатывают в защите Усялдан, но атака, конечно, была по месту и по силе классная. Смирных на подаче 17-8. Под самую заднюю линию подают девушки. И поле от Анны Готовцевой. Анна Готовцева, подающая надежды волейболистка Республики Саха-Якутия. Действующий лучший игрок по итогам игр народов Якутии. У нее очень разнообразный арсенал атак и выдающаяся игра в приеме, в защите. Ошибка при второй передаче фиксирует Ася Бережнева. И на подаче у нас молодая
Лида Троева, 2007 года рождения. Руйдана Амосова справляется со сложным пасом, но тут уже Якутск находит быстрое решение данного розыгрыша и очко 18 в копилку. Линейный судья указывает на площадку. 11-18. Анна Готовцева. Атака Светланы Муратовой останавливает трос. 12-18. Пока этот мини-отрезок в пользу Усть-Алдана. И, как мы уже говорили, игрок под номером 3. Объект нашего пристального внимания, если вы болеете за команду Усть-Алдана. Снова без доводки остается Якутск. 13-14-18. И с целью остановления данного порыва Якутск берет перерыв. Давайте мы обратим внимание на турнирную таблицу. Пока идет тренерский перерыв. В этом году нововведением проведения чемпионата является то, что впервые применили рейтинговую систему распределения команд по группам. И в первую группу попали СВФУ, Якутск, Мегино-Кангаласский и Амгинский районы по итогам прошлого чемпионата. А во вторую группу Чурапчинский район с первого места вышли. Вот Усть-Алданский район со второго места вышли. Также на третьем месте второй группы расположилась команда Намского района, на четвертом команда Алекминского района. Соответственно, команда Амги и Алекмы переходят во вторую лигу. Остальные сохраняют свое место. Шестерки сильнейших остаются в первой лиге. 20-14. Якутск подает. Замечательный длинный прыжок со второй линии. И Анна Готовцева. 15-20. Счет рабочий. Посмотрим, пока еще преждевременных выводов не будем делать. Хорошая атака была в исполнении Клавы Федоровой. Но игра в защите Усть-Алдана впечатляет. Светлана Шишкина с четвертой зоны пробует. И вот своевременная скидка. Пустой котел от Усть-Алдана. Руйдана Амосова. У нее также хорошая планирующая подача. В любой непонятной ситуации атака строится через Анну Готовцеву. И она не подводит своих подруг по команде. 17-20. Но в такой момент ошибка в подаче досадная. Якутск опережает на 4 очка. И капитан и тренер команды Светлана Муратова на линии подачи.
хорошая доводка. И с 4-й зоны Александр Смирных. Элегантно, с паузой. Пустую зону команды соперника. Настал черед выбивающих подач со стороны Якутска. И при счете 17-23 второй тайм-аут использует Максим Амосов. Тренер дает наставление об усилении игры в защите команде Усть-Илданского района. В концовке партии надо подключать все свои сильные стороны, ресурсы. И сейчас посмотрим, как справиться с подачей Светланы Муратовой. Снова слишком близкая передача к сетке, но данный розыгрыш завершается в пользу Усть-Илдана. 18-23. Тома Амосова на подаче была. Атаку Светланы Шишкиной принимает Усть-Илдан. Далее будет ответ от Виргинии Евдокимовой. Мяч в воздухе. И мы даже не удивляемся, кто ставит точку в этом долгом розыгрыше. 19-23. Якутску нужна добротная атака. Принял, поставил, ударил. Вот, например, такая в исполнении Александра Смирных. Не подстраховали своих игроков усть-илданцы. Контрольный мяч. 24-19. Клавдия Федорова. Над чистой сеткой вывели игрока с диагонали и завершили красивым ударом. 25-19. 1-0 в пользу Якутска. Напоминаю, игры из 5 партий до 3 побед. И в этюде игры пока Якутск ведет 1-0. Идет первая полуфинальная игра в рамках чемпионата Республики Саха-Якутия. Первая лига среди женских команд городов и муниципальных районов нашей республики. По итогам рейтинговой системы команды уже в положении чемпионата были распределены по группам. В первую группу вошли команды, занявшие 1-е, 4-е, 5-е место в прошлом году в первой лиге, и команда из второй лиги, вышедшая со 2-го места. И в итоге получилось СВФУ, Якутск, Мегино-Кангаласский и Амгинский. Во вторую группу, соответственно, попали 2-е, 3-е призеры прошлого чемпионата первой лиги. Также команды 6-е место занявшие, и со второй лиги
вышедшая первым номером команда Чурапчи. Вторая группа получилась очень равной по силе. Чурапча, Усть-Алдан, Нам и Алекма. И оттуда вышли с первого места Чурапча, школьницы, самая молодая команда чемпионата, без единого проигрыша, с 9 очками. И вот со второго места вышли команда Усть-Алданского района. Якутск, как я уже говорила, также вышла с 9 очками, всех выиграв 3-0. И сегодня в этой встрече они выглядят фаворитами. Но мы знаем, какой чемпионский характер у усть-алданских девушек. И вправе ожидать долгие розыгрыши и полноценную полуфинальную встречу. Мяч в игре. Элементы футбола не помогли в этой ситуации. Первое очко записывает за собой команда из Заречья. 1-0. Аня Амосова, капитан команды. Второй мяч пасующего игрока. Хотели поделить между собой сразу 3 игрока Якутска, и в итоге 2-0. Через Анжелу Бурцеву. И по блоку Анжелика зарабатывает первое очко во второй партии. 1-2. На подачу идет Светлана Шишкина, представительница Хатасской школы волейбола. И вот наблюдаем совсем другой игровой настрой команды в синих игровых майках. Снова через Анжелику Бурцеву. Атака Анны Готовцевой улетает в аут. 2-3. Александра Смирных. В первой партии особые сложности возникли именно с подачей Александры. Не справляется с сильной атакой Усть-Алдан. Счет на табло 3-3. На трибуны у нас прибывают болельщики. Нестандартная траектория была выбрана Виргинией Евдокимовой, и это дает результат 4-3. Анна Готовцева, лидер команды Усть-Алданского района, на подачу. Скидку Светланы Муратовой поднимают. Будет удар. Вот пока на данном отрезке Усть-Алдан демонстрирует свою лучшую игру в этом полуфинале, в своих лучших традициях. Без атаки Якутск. Что сделает Усть-Алдан? И скидка от Марины Захаровой, нападающей Усть-Алдана. Отрыв 3 мяча. Немножко вот под психологическим давлением принимающая Якутска.
Но сейчас им необходима хорошая доводка, пас и завершающий удар. Снова доверяют Анжелике Бурцевой. Будет скидка и возможность атаки Усть-Алдана. Но пока дальние атаки не попадают на площадку. 4-7. Хороший высокий съем у Светланы Муратовой. 5-7. Якутск постепенно догоняет. Наконец-то атака по линии. Находит зазор в высоком блоке команда Усть-Алдана. Есть мяч, но, к сожалению, не сохраняют. 9-5. Но пока Якутск уступает в командном движении, в скоростях, но по силе превосходит. И мы видим прообразы европейского и азиатского волейбола в лице высокорослых команд против низкорослых, но быстрых девушек. Тома Аммосова будет подавать. Двойной высокий блок. Самый высокий блок этого чемпионата. Муратова-Федорова. Связка останавливает атаку. Юлия Дегтярева заходит на площадку. Как мы видим уже на протяжении полутора партий, такие атаки не слишком близко от сетки, но укороченные в шестую зону приносят стабильно результаты. Справляется с короткой. Нет, судья показывает ошибку при переводе мяча. И 12-7. Пока впереди Усть-Алдан. Снова передача подальше от сетки. Светлана Муратова хотела одним ударом решить розыгрыш, но, к сожалению, попадает вне линии площадки. И при счете 7-13 Якутск берет перерыв. Им надо немножко добавить в темпе, потому что соперницы уже ощутимо, наглядно ощутимо добавили в скорости как атаки, так и передачи и защиты. Девушки возвращаются на площадку. Идет вторая партия первой полуфинальной игры в рамках чемпионата республики. Первая лига женщины. Первую партию выиграл Якутск, а во второй ведет Усть-Алдан. Во втором полуфинале встретятся Северо-Восточный федеральный университет и команда Чурапчинского района.
После обеда состоятся также стыковые игры за 5-е и за 7-е места. Ну вот пока классическая атака Якутска. С высокого съема на силу. И поменяли направление в данном случае. Поэтому и выиграли очко. В данной встрече задача у Селдана, поскольку они уступают в росте, как можно больше оставаться без блока, убегать, уходить от блока. Поэтому они выбирают такой вариант атаки со второй линии. Не сильные, но точные кистевые удары. Анна Готовцева в точности выполняет наставление тренера и приносит команде очко. Анна Амосова на подаче. Передача была непонятная между зонами. И снова в атаке Усть-Алдан. И Якутск находит результат в своем блоке. Двойной высокий блок. Анжелика Бурцева. Вот сверху отчетливо видно рисунок движения команд. Усть-Алдан постоянно собирается в центре и отходит на одинаковое расстояние, что позволяет держать команду в таком правильном круге и полукруге при защите и страховке. А у Якутска линии немножко разорванные. Игроки индивидуально ожидают удары на своих местах. Посмотрим, что из них даст положительный результат в данной встрече. Доводки нет. Удара не будет. Нападающий была оставлена без блока, но немножко в ударе не получилось. Зато тут на силу Марина Захарова, как одна из самых высокорослых в своей команде, пробивает блок Якутска. 17-13. Пока отрыв 4 мяча держится. Светлана Муратова переводит руку неожиданно для Усть-Алдана. Все ждали атаку диагональную. И на подачу заходит еще одна хатасская волейболистка
выпускница СВФУ Татьяна Афонина. Классная атака в исполнении Клавдии Федоровой. Быстрый пас, короткий, прямо под взлет. И отрыв остается всего 2 очка. Один блок Светланы Муратовой останавливает атаку Виргинии Евдокимовой. 16-17. 1 очко. Свистка нет. Но потом касание сетки фиксирует первый судья. 18-16. Привычная замена для повышения высоты блока. Ну, при таких переходящих мячах, когда стоит центральный блокирующий в лице Клавдии Федоровой, мало шансов у любой команды. 17-18. У нас тут напряжение нарастает. Есть доводка. И атака. Очень красиво достает мяч Светлана Шишкина. Только благодаря своим ярко выраженным прыжковым качествам. И счет равняется 18-18. Мы вступаем в интереснейшую концовку партии. Вторая партия, полуфинал. Первый полуфинал. Якутск, Усть-Алдан. Посмотрим, во сколько по времени у нас стоит второй полуфинал. Напоминаю, второй полуфинал сегодня играют Северо-Восточный федеральный университет и команда Чурапчинского муниципального района. В 11:45 по расписанию стоит вторая полуфинальная игра. А сейчас у нас команда возвращается после перерыва. Вторая партия. Наконец-то задумка Усть-Алдана получается. И Виргиния Евдокимова выдает тот удар, который от нее все ожидают. Счет снова равный, 19-19. Александра Смирных. Усть-Алдан тащит любые мячи, но обидно ошибается в простой ситуации. 20-19. На первой линии у Якутска вернулись Анжелика Бурцева и Александра Смирных. Посмотрим, что сделает эта линия. Якутск прекрасно защищается, сохраняет мяч, но Готовцева Анна
месту, ко времени. Переигрывает блок. И 20-20. Какой-то рандомный мяч получился со стороны Якутска. Тем не менее результативный. 21-20. Мяч в игре. Какие-то непредвиденные ошибки с обеих команд. Касание сетки. И эйс в исполнении одного из самых молодых игроков на этом чемпионате, но в команде Усалданского района 2007 года. Школьница Лида из села Танда Усалданского района органично вписывается в игру полуфинальную. 22-22. Любим мы, зрители, такие игры, особенно полуфинальные. Но для игроков это, конечно, нежелательный исход. Тем не менее, никто не сдается. — 23-22. Аня Готовцева ушла на подачу. И она будет со второй линии много атаковать. Но тут уже классная скидка от Татьяны Афониной, которая остается в составе после замены. Светлана Муратова сейчас в качестве пасующего игрока. В команде Усалдана заходит Уруйдана Амосова. Бьют сложные мячи. Но тут снова связка Муратова-Федорова. На этот раз в нападении. Срабатывает безотказно. И первый сетбол у команды Якутска. Анжелика Бурцева. Хорошая скидка завершает вторую партию первого полуфинала. Счет 2-0. И будет ли камбэк от команды Усалдана? Всю вторую половину партию вели в счете усалданцы. Ну, даже с начала партии, можно сказать. Неистовствует тренер команды Усалдана. Обидно упущенная партия, а Якутск на классе набирает второе очко в данном полуфинале. 2-0, и остается всего одна партия до заветного финала. Согласится ли Усалдан с таким исходом, мы уже узнаем через несколько секунд. А пока еще раз расскажу, что за турнир, что за игры. У нас чемпионат Республики Саха, первая лига, сильнейшие команды среди женских сборных в количестве 8 команд разыгрывают главный трофей календарных мероприятий Министерства по физической культуре и спорту, Федерации волейбола Республики Саха-Якутия, а именно официальный чемпионат нашей республики. На прошлой неделе точно такие же соревнования завершились у мужчин. Первая лига среди мужчин в этом году проводилась в городе Ленске. И у нас еще свежи в воспоминаниях
и сохранились записи в YouTube. Можете пересмотреть игры мужских команд. Также было очень много зрелища, неожиданных решений. И в итоге чемпионом стала команда города Ленска. А на этой неделе выход женский. Конкретно в данный момент у нас полуфинал первый между командами города Якутска и командой Усть-Алданского района. Немножко дежавю. У нас летом в июле был финал между данными командами, но был финал спортивных игр народов Якутии, а сейчас полуфинал чемпионата 2023. 2-0 по партиям ведет Якутск. Ждем свистка на третий сет. Немножко тренерский стиль уралочки практикует команда Усть-Алдана. Посмотрим, какой результат это выльется. А Якутск спокойненько так, по-чемпионски уверенно начинает третью партию. Но традиционно первое очко в начале партии остается за Усть-Алданской сборной. 1-0. Виргиния Евдокимова. Отличная подача. К слову, у всех игроков Усть-Алдана либо силовая, либо хорошо планирующая подача. У Якутска также очень сильные подачи, особенно у Анжелики Бурцевой, у Александры Смирных, у Светланы Муратовой, конечно, и у Клавдии Федоровой. 3-0. Будет. И ждем атаку Якутска. Немножко передачи не получилось. Будет ответ со второй линии. Все скидки пока вытаскивает Усть-Алдан. А вот и атака от Анны Готовцевой. Сравнительно давно у нее не было очков с первой линии. И вот четвертое очко третьей партии мы увидели. Тем временем Якутск набирает первое очко в третьей партии. Клавдия Федорова. Силовая подача. Низкая. Резкая. Эйс. Пока полностью переигрывает блок Анна Готовцева. 5-2. А блок, между тем, у Якутска высоченный. Самые высокие блоки на этом чемпионате, безусловно, принадлежат городу Якутску. Светлана Шишкина. И снова какая-то неубедительная игра над сеткой со стороны Якутска. Счет 6-3.
Юлия Дегтярева на подаче. Вот как раз та встреча, когда ошибки в подаче будут решать очень многое. 4-6. Практически без блока все время атакует Якутск, но редко забивает до пола. А Усть-Алдан идентичные атаки. Главное, что результативные. 7-4. Готовцева сама идет подавать. Некое немножко настройки не хватает пока Якутску. Пять 8. Втроем принимает Усть-Алдан. Атака через четвертую зону не приносит пока результаты в исполнении Виргинии Евдокимовой. Клавдия Федорова. Сергелявская школа, скажем так. Пока не отходили еще от своей атаки. Усть-Алдан успевает скидкой набрать очко. 9-7. Полярно разная игра сегодня демонстрируется с двух сторон. Быстрая, точная игра и игра в защите от Усть-Алдана и упор на нападение, силу, классический волейбол со стороны Якутска. Одиннадцать 7. Скамейка запасных у Якутска короткая, всего 9 игроков заявлено, включая либера, а у Усть-Алдана 3 школьницы поджидают удобного момента, чтобы проявить свои игровые способности. Возвращается Уруйдана Аммосова на площадку. Подает Якутск. И Виргиния Евдокимова нашла свою точку, где можно зарабатывать очки. 12-9. Якутск. Посмотрим, через какую зону сейчас будет атака с Шишкиной. Такие пасы ровно над сеткой умеет бить Светлана Шишкина.
снова футбол нам в помощь. Все поднимает Усялдан. Еще раз атака Якутска. Скидка. И Виргиния Евдокимова увидела, что там в пятой зоне угол свободный. Такую замену в составе Якутска мы уже видели. Вместо Эвелины Васильевой заходит Татьяна Афонина для усиления игры на задней линии и приема. Атака Смирных. Амосова Ника поднимает сложную атаку. Возможно, там был аут, но Усялдан предпочитает такой красивый накат в исполнении Анны Готовцевой. 14-10. Усложнили подачу, но Бурцева все равно бьет. Мяч останавливает трос, но там все равно поджидал двойной блок. И 11-14. Якутск пока в роли догоняющего. В женском волейболе вообще дольше розыгрыши, нежели в мужском, конечно, да? Но когда в якутском волейболе участвует такая команда, как Усялданский район, розыгрыши становятся еще длиннее, потому что они в защите хорошо играют, страхуют и в нападении, и в защите тоже. Ну а Якутск сполна использует длину своего тела, в том числе рук и ног, и тоже достают, максимально достают улетающие мячи. 12-14. Пока сохраняют двухочковый отрыв усялданские девочки. Вот так тоже можно использовать законы физики. На месте Афонина. Будет скидка и посмотрим атака. Передача ввела в заблуждение своих нападающих. Но тут судьи непреклонны. 15-12. Прыжок со второй линии фиксирует у Муратовой. И 15-12. Нет, уже 16-12. Продолжается удачная серия в действиях Усялдана. Полную силу использует Анну Готовцеву, пока она на первой линии. На подаче капитан команды и пасующий Анна Амосова. Якутск
все равно знает, что через Готовцеву будет атака. Но пока блок с ней не справляется. Разрыв 6 мячей. Ну, даже не знаю, можно ли использовать в данном случае определение критический, потому что мы уже видели разные камбэки. Пока просто зафиксируем, что 2-0 по партиям ведет Якутск. А третью партию Усть-Алдан без права на ошибку пока проводит по своему сценарию. Девушки возвращаются. На подаче также Анна Мосова продолжает. Ну и как по учебнику, атака с доигровки у Якутска. 13 очко им приносит. (14-18). После перерыва смогли взять себя в руки столичные волейболистки. И в своем стиле под самую перекладину Александра Смирных. Уже всего 3 мяча остается. Немножко напоминает предыдущую партию. И становится тревожно на душе тех, кто болеет за Усть-Алдан. 19-15. Нарысь. А нет, Юлия Дегтярева на подаче. Анжелика Бурцева, сама родом из Усть-Алданского района. Постоянно участвует во внутренних чемпионатах Усть-Алданского улуса за Бертусовский наслед. А сегодня она представляет город Якутск, который уже набирает 17 очко. 17-19 с форой в 2 партии. Это уже угроза, это уже не есть спокойно. Сейчас мы посмотрим, что придумает Усть-Алдан. Евгения Евдокимова демонстрирует чудеса игры в защите. И 20-е очко с таким трудом выцарапывает команда Усть-Алдана. Готовцева ушла на заднюю линию. Сейчас посмотрим. Все равно через Аню атака. И Якутск. Афонина. Виргиния Евдокимова. Третий мяч. И намеренно ли, нечаянно. Очень красивый розыгрыш в исполнении города Якутска. Переходящий мяч. Мощно скидывают на площадку Усть-Алдана. Без атаки остается Усть-Алдан. Но ситуация, когда надо принимать нестандартные решения, потому что Якутск на своих местах все сидят, поджидают. 19-20. Анжелика Бурцева на подаче. Хорошая доводка от Ники Амосовой. И Руйтана Амосова
21-19. Стоит только приобрести уверенность у Руйдани. У нее летит и удары, и подачи, и фанаты. Всеми силами помогают команде Усалдана. Нереальные мячи уже начинает вытаскивать. Вот уже даже с ударом Клаву справляется Усалдан. Но судья на линии уверенно поднимает флажок. 20-22. В такой напряженной ситуации лучше немножко разрядить энергетику в воздухе и подсказать пару-тройку полезных советов. Якутск пока что в роли догоняющего, но поскольку последние розыгрыши остались в его пользу, как-то более уверенной и спокойной выглядит команда Якутска. Идет третья партия. Ну, Якутск еще и ведет 2-0 у нас по партиям. Поэтому пока не видим суеты в их игре. Усалдан не так уверенно было нападение, и как следствие 21-22. Еще бы чуть-чуть резкости больше. Скидки с обеих сторон так и сыпятся. Задвигались девушки. По ходу чемпионата с каждой игрой добавляют команды. И самый-самый долгий розыгрыш в этой игре, в этом полуфинале, остается за Якутском, за Муратовой Светланой. 22-22. Был отрыв в 6 мячей. Он растаял. И Якутск сравнивает счет. Чуть было не помешали девушки Усалдана. Якутск снова скидывает. Но в скидке Усалдан не обыграть. В этом розыгрыше 23-22. Подсказали, что есть один перерыв у Якутска. И на подачу выходит впервые в этом полуфинале юная волейболистка Усалданского района. Не тушуется, подает в прыжке, поднять и даже бить. Смирных. Готовцева на месте. Скидка будет. И Светлана Муратова. — 23-23. Очень много кто на ногах.
зале. У Салдана не остается перерыва. И сетбол, матчбол в исполнении Якутска. Матчбол, который уже не матчбол. 24-24. Ровно. Усалдан еще не до конца сказала свое слово. Касание сетки определяет Ася Бережнева. И заключительный тайм-аут будет использован Якутском. 25-24. Сетбол у салданской команды. Просто успокаиваются, просто молчат. Перед вами пустая площадка, которая через несколько секунд будет уже кипеть в нешуточных страстях. Идет полуфинал чемпионата Республики Саха-Якутия. Первая лига. Якутск ведет 2-0 в игре против Усть-Алдана. Виргиния Евдокимова на подаче. Вы слышите фанатов Усть-Алдана. И Юлия Дегтярева решает судьбу третьей партии. У нас будет четвертая партия. 2-1. Якутск ведет по партиям. На закромах спортзала, на обочине, скажем так, уже разминаются участницы следующего полуфинала чемпионата республики. Это команда Северо-Восточного федерального университета и команда Чурапчинского района. В этом полуфинале также внушительный тренерский состав. Ну, в обоих полуфиналах собрался все лучшие действующие тренеры республики в деле. Мария Глухарева, Саргалана Конешникова, Светлана Муратова и Максим Амосов сегодня представляют команды полуфиналистки. Цифры на нашем табло обновляются. На четвертую партию первого полуфинала чемпионата республики готовы вступить в игру команда города Якутска и команда Усть-Алданского района. Мужская команда города Якутска на прошлой неделе на таком же чемпионате республики в первой лиге заняли третье место. А команда Усть-Алдана не вышла из группы. А сегодня девушки защищают свои цвета. И пока еще рано о чем-либо говорить. У нас будет продолжение игры. Судьи сегодняшнего матча Ася Бережнева и Мичель Пахомов проверяют расстановку команд. Девушки готовы. Усть-Алдан в приподнятом настроении. Город Якутск в боевом настрое. Хорошая доводка. И сразу атака со второй линии. Поскольку у Якутска высокорослый
две связки высокорослого блока. Усялдан успешно практикует атаки со второй линии. И чуть дальше от сетки. Марина Захарова приносит очко 2-0. Прекрасная подача от Анны Амосовой. И не менее прекрасный удар от Анжелики Бурцевой. 1-2. Света Шишкина на подаче. Страхует Якутск. Но дубль у Муратовой не случился. 3-1. Предстартовое волнение у Усялдана, похоже, полностью сошло на нет. Юлия Дегтярева вводит мяч в игру. Анжела Бурцева по всем канонам скидки с одной руки. 2-3. Александра Смирных на подаче. Срывает удар Анна Готовцева. 3-3. Улетает за пределы поля. Подача Якутска. 4-3. Просто наблюдаем за хорошей, интересной игрой. Вдвойне интересно тем, что разные стили игры практикуют команды, как уже было сказано ранее. Силовой высокий волейбол от Якутска. И быстрый, с невероятной защитой, волейбол от Усялдана. Призывает воздержаться от собственных ошибок тренер свою команду Усялданского района. 6-4. И целая серия эйсов от Анжелики Бурцевой. Уже использует первый тайм-аут Усялдан. 4-7. В самом начале четвертой партии. Со своей группы команда города Якутска вышла без единого проигрыша, не отдав даже ни единой партии с первого места. И со второго места с ними вышли СВФУ. Напротив, команда Усялданского района вышла со второго места. Они уступили команде Чурапчи первую игру, но потом выиграли Намский и Алекминский районы. Тем не менее, цифры групповые ни о чем не говорят. У нас идет равная игра равных команд, хоть и различных по содержанию игры, по движению, по рисунку игры. 5-7. Татьяна Афонина в четвертой партии заявилась уже в стартовой шестерке.
Клава Федорова. Восьмое очко приносит команде Якутска. Сейчас разыгрывающему Селдана надо что-то придумать. Доверяют удар Уруйдане Аммосовой. Которая не забивает, зато забивает Светлана Шишкина. 9-6. 9-6. Уже в который раз скидывает Анна Аммосова. На этот раз сразу в очко. 7-9. Тома Аммосова на подаче. Не справляется с волнением. 10-7. Зато у нас вписывается в игру Уруйдана Аммосова. Как раз таки такого забивного доигровщика не хватало команде у Селдана. На пару с Аней Готовцевой. Но Якутск, если нет усложнения со стороны соперников, свое дело делает исправно. Рискует при подаче Клавдия Федорова. Но тот редкий случай, когда силовая подача не летит. 9-11. Все равно Аня Готовцева переигрывает все блоки Якутска. Цепляла Дегтярева эту атаку Анжелики Бурцевой. Но Якутск по-прежнему впереди. 12-10. Замена для усиления защиты. Нария Сидорова, 2008 года рождения, волейболистка. На опыте, что называется, Таня Афонина приносит 14 очко Якутску. Анна Готовцева. (11-14) на подаче 2008 года рождения Нария Данилова. Есть страховка и будет скидка. Снова Татьяна Афонина. На этот раз за двойной блок перекидывает мяч в пустое место. 15-11.
совсем не летит подача, как хотелось бы того Якутску и как она летела в предыдущих играх. Но вот нападение должно работать. Анжела Бурцева. Без блока, конечно, с ее силовыми атаками мало что можно сделать в защите. 16-12. Касание сетки. У Ани Амосовой 17-12. И при таком счете второй перерыв использует Усялдан. 17-12. И 2-1 по партиям. Впереди Якутск. После этой игры мы посмотрим второй полуфинал в исполнении СВФУ и Чурапчи. А пока мы ждем, какое будет решение из данной сложнейшей сложившейся ситуации. Что может сделать Усялдан, чтобы спасти эту встречу? (18-12). Поддерживают друг друга девушки. 13-18. Хорошая доводка. Атакуют через Афонину. Хотя можно было использовать Федорову Клавдию. 14-18. И на подаче Марина Захарова. Очень полезный игрок в сегодняшнем полуфинале. Одна из самых опытных в своей команде. 93-го года рождения. 15-18. Снова нет доводки, но будет атака со второй линии. Хороша Ника Амосова. Будет простая скидка. Прострельная передача. Очко остается за Усялданом. Видимо, было касание сетки. (19-16). Сейчас Якутск должен был наказать, но Усялдан справляется и даже зарабатывает очко. 17-19. Два мяча, и в этой ситуации очень важно сохранить ясный ум и твердые руки.
17-19. Хорошая доводка. Светлана Шишкина бьет. Усть-Алдан поднимает. Снова атака Якутска. И единственный блок не смогли страховать девушки. 20-17. Светлана Муратова на подаче. Александра Смирных закручивает мяч туда, куда надо. Противоход защитницам Усть-Алдана. Замены. Усть-Алдан уже использовал 2 своих тайм-аута, поэтому заменами пытается заполнить паузой подступающие действия Якутска. Мяч в игре. (18-21). Готовцева бьет даже такие неудобные мячи. Будет подготовленная атака. Определяет касание троса. 22-18. (22-18). 3 мяча остается до финала у Якутска. (23-18). (19-23). Усть-Алдан должны сделать подвиг, чтобы обратить ситуацию в свою сторону. И пока несравненная Аня Готовцева, студентка колледжа инфраструктурных технологий СВФУ, знает, умеет, практикует. 23-20. Якутск использует перерыв. Давайте послушаем, подслушаем. Рекомендовано усилить игру в блоке. Действие двойного блока обсудили девушки из Якутска. И на подаче Усть-Алдан. 20-23. Аня Амосова. Ничего не будет. Неточная передача. 21-23. Очень важно было подать в этом моменте, что и делает
капитан, но Якутск действует на этот раз на грамотность, а не на силу. И забирает свой заслуженный матчбол. И Александра Смирных ставит однорукой скидкой точку в этом полуфинале. Поздравим команду города Якутска с выходом в финал, в золотой финал чемпионата республики 2023 года. Команде Усть-Алданского района пожелаем в игре за бронзовые медали и поблагодарим обе команды за красивую по форме и содержанию и за даже некий драматизм игру в первом полуфинале. Сделаем небольшой перерыв. Идет разминка между командами Чурапчи и СВФУ, которые у нас будут играть за выход в финал во втором полуфинальном матче. Не отходите, не выключайте нашу трансляцию.
Матч судят. Первый судья Гаврил Захаров, вторая категория город Якутск. Второй судья Ариан Турнир, третья категория город Якутск. Судьи на линии Мичил Пахомов, Мария Павлова. Секретарь матча Арина Максимова, третья категория город Якутск. На площадку приглашается стартовый состав команды Чурапчинского УСА. Номер 1 Валерия Захарова. Номер 4 Анжелина Максимова. Номер 6 Сартулана Сильцева. Номер 10 Динара Луковцева. Номер 11 Валерия Захарова, капитан команды. Номер 12 Мария Алексеева. Лидер команды Вопросного суда Самара Сергеева. Тренер команды Сардулана Акаришикова. Еще раз добрый день. Продолжаем трансляцию полуфинальных встреч в рамках чемпионата республики 2023 года среди женских команд первой лиги. У нас уже началась первая партия между командами университета и Чурапчинского района. Первое очко зарабатывает команда Чурапчи и на подаче капитан команды Валерия Захарова. Надежда Владимирова не прощает такие большие чистые полянки на площадке соперников. Давайте, поскольку мы немножко проспали начало, скажем так, озвучим стартовые составы команд. Со стороны Северо-Восточного федерального университета у нас в стартовой шестерке видим Надежда Владимирова, пасующий, Саина Афанасьева, первый номер, Мичия Калининская,
центральный блокирующий, Анна Борисова в доигровке. Два либера также вижу. Саяна Жиркова под 10 номером. Сегодня студентки СВФУ играют в малиновых игровых формах, черные шорты. А напротив них команда Черепчинского района в синих игровых формах. Примечательно то, что Чурапча выиграла все свои групповые встречи и без единого поражения. С 9 очками вышла со второй группы, оставив за бортом такие команды, как Намский и Алекминский районы. Также выиграв у Салданского Улуса. Очень молодая, самая молодая, наверное, команда чемпионата. 2002 года рождения. Это самый возрастной игрок в составе. В основном 2005-2006 годов рождения игроки. Представители Чурапчинского волейбольного центра, Чурапчинской спортивной школы-интерната, воспитанницы тренера Соколаны Семеновны Конешниковой. Всегда интересно наблюдать за сменой поколений, причем столь успешной сменой. Первый взрослый чемпионат и сразу в полуфинал. Ну и с другой стороны, конечно, занимательный волейбол в исполнении СВФУ от подопечных Марии Руслановны Глухаревой. Сегодня мы вправе ожидать волейбол самого высокого уровня, темповой, силовой. И в этой игре молодым школьницам важно не ориентироваться ни на какие авторитеты и просто играть свой бесшабашный волейбол молодых. Амбициозный, ничего не пугающийся. Ну, по лицу, по настрою девочек мы видим. 7-9 счет на табло также свидетельствует, что игры в одни ворота сегодня не будет. 8-9 первая партия, второй полуфинал. Победившая в этой встрече команда выйдет играть за первые места чемпионата против команды города Якутска. Проигравшую команду ждет Усть-Алданский район в игре за третье место. Чурапча сравнивает счет 9-9. И снова, как в перемотанных кадрах, Надежда Владимирова вовремя углядывает пустую зону. 10-9. В составе СВФУ не заявлены две основные нападающие стартовой шестерки. Таким полувторым составом играет СВФУ. 11-9.
Надо бить, подсказывают с трибун. Классно поднимают в защите Чурапча. И оборачивает данный розыгрыш. Несколько раз, казалось бы, потерянный в ходе игры в свою пользу. 10-11. Валерия Захарова, уроженка Мегино-Кангаласского района, воспитанница Чурапчинского волейбола. Зарабатывает эйс и очко для своей команды. 11-11. В составе СВФУ замена. Вместо Анны Борисовой заходит Лилия Яковлева. Также две девушки Мегино-Кангаласского района, уроженки. Учатся в СВФУ и тренируются у Марии Глухаревой. Не справляется с эмоциями пока Чурапча при подаче. 12-12. Равный счет. СВФУ уже основным составом играет. Подаче Саргалана Сивцева, 2005 года рождения. Будет атака с четвертой зоны. И опять открытый уголочек. Классно скидывает Саяна Жиркова и сама же идет подавать. 14-13. Идет первая партия второго полуфинала чемпионата Республики первой лиги. Поднимает Чурапча. Скидка ответная СВФУ. Также очень подвижные команды с обеих сторон. И даже такой силовой удар по блоку. Мяч, который можно было спасти, обидно приземляется на площадку. 15-14. Всего на одно очко впереди Северо-Восточный федеральный университет. Эйсом зарабатывают очко. И уже 16-14. Важно не ошибиться сериями. Все это понимает Саргалана Конешникова. И первый перерыв в нашей игре. Восемь сильнейших команд республики встречаются в рамках первой лиги чемпионата республики среди женщин. В этом году, в 2023 году, в полуфинал вышли команды Якутска и Северо-Восточного федерального университета с первой группы. И со второй группы вышли Чурапча и Усть-Алдан. Первый полуфинал уже у нас отыгран. Счет в партиях 3-1.
Якутск будет играть за золото, Усть-Илдан будет играть за бронзу. И их соперницы решаются в этом полуфинальном матче. Второй полуфинал между СФУ и Чурапчой. 17-14 в первой партии, пока впереди университет. Хорошая доводка, будет удар, но кистью не отработала Мария Евсеева. 170 у нее рост. Также одна из подающих надежды волейболисток республики. Уточняют расстановку команд у судьи. И сейчас будут смотреть протокольно, какая расстановка у подающей команды. 18-14. После полуфинальных встреч будут стыковые игры за 5-е и за 7-е места. За 5-е место играют Мегино-Кангаласский и Намский районы. За 7-е место играют Амгинский и Алёпминский районы. По итогам этого чемпионата Амгинский и Алёпминский районы спускаются лигой ниже во вторую лигу, и соответственно со второй лиги выйдут команды Мирного и... Нет, я сейчас побоюсь сказать, но помню, что команда Мирнинского района точно вышла в первую лигу, вернулась. (14-18). Долго уточняют судьи ход игры. И без сомнения разобрались. Была ошибка в расстановке СФУ. И 15-17. 15-17. Мария Евсеева вводит мяч в игру. В СФУ заявлено 2 либера. Наталья Рощина и Евгения Федотова. Саяна Афанасьева. Не получается у нее удар, к сожалению. 17-18. Динара Луковцева была на подаче. Достают, но снова Августана Алексеева приносит своей скидкой 19-е очко. Обманули блок и страховку Сергеляха. Успела скинуть руки нападающий Чурапчи. И когда все ждали удара, пришла резкая скидка.
закидывать умеют и в СВФУ. Снова Алгыстан Алексеева. И одна из лучших подающих этого турнира, Надежда Владимирова, сейчас будет пытаться зарабатывать эйс. Доводка есть. Не разобрались тут девушки. Пасующий заходил в задней линии и не было доводки. Много болельщиков у команды Чурапчи. Всегда интересно наблюдать за молодыми игроками, особенно в такие моменты, когда зарабатывают, пробивая двойной блок. Это у нас Саргалана Сивцева. 165 сантиметров у нее рост. И капитан команды Валерия Захарова идет подавать. Остается без атаки и даже без очка СВФУ. (20-21). Слегка неожиданно, очень рьяно сопротивляется Чурапча, хотела я сказать, но вот такая обидная ошибка в подаче. 22-20. Либера на месте. От сетки играет СВФУ. Готовы к отскоку. Чурапча также в защите очень грамотно выстраивается. От сетки. Острая атака была со второй линии. Мяч уже секунд 20 в воздухе. И еще одна попытка для атаки. Саргалана Сивцева. И с высоты своего роста Мечия Калининская. 23-е такое нужное очко зарабатывает. И перед самым свистком на подачу тайм-аут у Чурапчинской сборной. Саргалана Семеновна, как обычно, спокойно. Просто дает отдышаться своим девочкам. (23-20). Возвращаются девушки на площадку после перерыва. Алгыстан Алексеева рискует, но ошибается. 21-23. Без удара. Неплохо управляют своим телом девушки и достают с самых разных траекторий. Отличный удар от Динары Луковцевой. Между первой и пятой зоной защитницы СВФУ не разобрались.
Хорошо достает в защите мячи Чурапча. И, казалось бы, уплывшая надежда вновь восстает. 23-23. Чурапча на подаче. Хорошо подкладывают ладошку под мяч и сохраняют. 24-23. Лилия Яковлева зарабатывает очко в нападении. 24-23. Сетбол. СВФУ. На паузе обыгрывает блок Чурапчи Саяна Афанасьева. 25. Саина Афанасьева. 25-23. Первая партия в бою остается за студентками СВФУ. 25-23. Первая партия. Пока в перерыве загружу информацию, что называется, последние новости из мира волейбола в республике. Вчера состоялась отчетно-выборная конференция Федерации волейбола нашей республики. И было избрано новое правление на последующие несколько лет. Председателем Федерации выбран Янис Владленович Ефимов, исполнительным директором Яков Семенович Сивцев и члены правления Федерации волейбола полны энтузиазма и планов воплощать в мастерство, увеличив при этом массовость волейбола. Пожелаем им успешной работы. На прошлой неделе на высоком уровне был организован чемпионат среди мужских команд первой лиги в городе Ленске. В Ленск приехали также 8 сильнейших команд республики, также распределенных по группам по рейтинговой системе, что является нововведением этого года. И в Ленске с прекрасными призами для победителей и призеров. Победившая команда получила 300 тысяч, второе место 200 тысяч и третье место 100 тысяч. Такие шикарные призы выставила администрация муниципального района Ленский Луг. Чемпионами стали игроки команды Ленского района. Второе место заняла команда Намского района, и третье место заняли волейболисты Якутска. А сегодня на завершающей фазе у нас чемпионат среди женских команд. Групповые игры вчера завершились, и сегодня у нас второй полуфинал перед вами на экранах. Вторая партия. 1-0 ведет по партиям СВФУ. Чурапча на подаче. Первая партия завершилась со счетом 25-23. Все было близко, рядом, поэтому мы вправе ожидать далее еще более интересную игру. Шикарные атаки и не менее шикарные блоки.
долгий розыгрыш, при этом не скажешь, что вяло текущий. Острые атаки с обеих сторон. И хорошая игра в защите. Долгий розыгрыш завершается в пользу Чурапчи. 2-0. Хорошее начало молодой команды Чурапчинского района. Все игроки на 90% школьницы. И единственная студентка Валерия Захарова. Быстрая скидка от мячи Калининской. 1-2. И удар по линии в исполнении Марии Евсеевой. Пришелся очень кстати, потому что защита СУФУ ждала удара по диагонали. Но на этот раз хотели сыграть по блоку. Не получилось. 2-3. 2-3. Саяна Жиркова на подаче. Есть мяч. СУФУ поднимает. И будет еще одна попытка со стороны Чурапчи. Очень аккуратно играют девушки. Все падают и поднимают, но Чурапче в этот раз не удается. 3-3. СУФУ тут же ликвидирует разрыв. Еще и эйс. Саяна Жиркова. И сразу же используют первый перерыв в команде Чурапчи. Увидели, что игра немножко расстраивается. Или наоборот СУФУ набирает ход. И в целях необходимой паузы у нас тайм-аут. Вторая партия второго полуфинала. Первый полуфинал выиграла команда Якутска со счетом 3-1 у команды Усть-Алданского района. После этой игры будет играть Мегина Кангаласский Улус за 5-е место против Намского Улуса. А потом за 7-е место Алекминский против Амгинского. Вернулись девушки на площадку. 4-3. Через Захарову атакует Чурапча. Не было касания блока. И 4-5. На
этот раз Анна Борисова попадает в площадку и приносит 6-е очко. 6-4. Попадает в площадку и Динара Луковцева. Пока не хватает темпа со стороны СУФУ. Мы знаем, что они умеют играть с очень коротких пасов. Быстрый волейбол. Чурапча в стиле Усалданского района хорошо играет в защите и бьет со всех зон. Пока точки атаки выглядят более разнообразнее. Вот снова пас. И без блока бьет Валерия Захарова. Шесть 8. Поднимает Чурапча. Будет атака со второй линии. Скидка. Поднимают. Хотела повернуть в сторону первой зоны удар, но не докрутила кистью. 9-6. 9-6. Надежда Владимирова. Не страхуют своего нападающего чурапчинские девушки. 10-6. Очередной эйс в исполнении Нади. 11-6. Блокирует Валерия Захарова. И по блоку Саргалана Сивцева. Не по годам зрелая доигровщица у Чурапчи. С места в прыжке Алгыстан Алексеева. Высокой точки. Зарабатывает очко и отправляется отдыхать для последующих партий. Иванова Саина на подаче. Эйс от Лии Яковлевой. 14-8.
Интересная кричалка. Соберитесь, поддерживают игроки на замене своих девочек. 9-14. Будет удар. Поднимают. И атака Чорапчи. Просто. Достают в защите. Очень подвижные команды. Как слева, так и справа. Зрячая скидка от Анны Борисовой решает исход этого интересного розыгрыша. 15-9. Между делом отрыв у нас составляет уже 6 мячей. Чорапча как будто бы все еще держит в уме первую подачу, отданную. Ну и в таких случаях разницу будет решать класс команды. Команда СУФУ классом выше за счет опыта, за счет сыгранности. Но молодая команда Чорапчи успела влюбить в себя многих зрителей, многих поклонников волейбола за эти 2 дня. И вот сегодня в полуфинале, в своем первом полуфинале первой лиги республики, девушки молодые показывают очень достойную игру против лидеров республиканского волейбола. 16-9. Хотели слишком красиво эйс заработать. 10-16. На подачу отправляется Анжелина Максимова. 171 рост. Обратная замена. Августана возвращается на переднюю линию. 17-10. Пока комфортно себя чувствует СУФУ. Чорапче надо побольше нестандартных движений. Потому что пока они по всем показателям проигрывают своим более старшим по возрасту соперницам. 18-10. Вот еще такая скидочка в арсенале СУФУ. Для полноты картины, скажем так. 19-10. Но по-прежнему много браков в подаче. Это на руку сегодня Чорапче, которая подает чуть попроще, но очень стабильно. Зато вот в нападении СУФУ неудержим сегодня. 20-11. Без блока, зато в защите пыталась отыгрываться Чорапча.
Но, к сожалению, маленький аут в нападении. 21-11. И снова ошибка в подаче. 12-21. Классный блок Алексеевой Владимировой. Останавливает атаку. 22-12. Пошла игра во второй партии у СУФУ. И Чурапча уже пока не может противопоставить ничего. 23-12. Дает играть скамейке запасных Сарглана Семеновна Конешникова. 24-12. Ввела в заблуждение сетка, принимающую сторону. И со счетом 25-12 вторая партия в пользу Северо-Восточного федерального университета. Второй полуфинал пока уверенно ведет СУФУ. Напомню, в первом полуфинале также 2-0 Якутск вел. Потом третью партию Усялдану удалось записать в свой актив. И развязка уже в четвертой партии. Держали в напряжении до последних розыгрышей в первом полуфинале. И в итоге 3-1 выиграла команда Якутска. Пока у нас первая партия была намного интереснее второй. Во второй партии уже основным составом СУФУ доводит до логического завершения 25-12. По регламенту у нас до 3 партий игры, до 3 побед из 5 партий. И последний вагон для Чурапчи, чтобы сесть, чтобы успеть на золотой рейс, скажем так. Сегодня также после обеда 2 стыковые игры запланированы. Чемпионат проходит в Якутске, во Дворце спорта 50 лет Победы. Завтра нас ожидают финальные встречи. Приходите, поболейте, смотрите волейбол в живой атмосфере. Удобные места на трибуне пока есть. Обычно на финальных играх трибуны полтинника полные бывали в прежние годы. И сейчас поддерживайте девушек, своих землячек, своих сестер, подруг. Лига сильнейших идет у нас, чемпионат республики. И пройдя все этапы, у нас только самые подготовленные на данный момент и выйдут в финальный этап чемпионата. Во втором полуфинале встречается Северо-Восточный федеральный университет с командой Чурапчи. Начинает сразу с впечатляющего эйса. 1-0.
Много движения. Слева, справа. Хорошо достают девушки. Страхуют нападающего. И один из ярчайших розыгрышей сегодняшних полуфиналов сегодня перед вами вот идет. Прямо сейчас командная ошибка, заступ за среднюю линию у команды Чорапчи. 2-0. 2-0 СУФУ впереди. Плоская вылетающая подача в исполнении Нади Владимировой. И логическое завершение удара от Алгыстан Алексеевой. 3-0. 3-0. Чорапче надо мобилизовать все свои внутренние и внешние установки. 1-3. Потому что если проиграет эту партию, то проиграет и весь полуфинал. 2-0 по партиям ведет СУФУ. И готовится принимать. Будет атака. А можно и без лишних затрат энергии. Просто увидеть это место и отправить туда мяч точным мягким ударом. Касание сетки. 3-3. Немножко воодушевились чорапчинские школьницы. Надо атаковать и попадать в самую девятку. 4-3. Всего 3 принимающих. И снова будет атака Чорапчи. На этот раз пытается ответить СУФУ. Но без блока, конечно, с такой высоты трудно не забить мяч, чем забить. Что и делает Алгыстан Алексеева. Сама же на подаче. На месте защитницы. На этот раз уже блок поднимается. Мария Евсеева поджидала, просчитала эту атаку. И закрыла Алгыстану. Плюс еще и эйс от Саргаланы Сивцевой. Хорошо бы нам увидеть Чорапчу из первой партии. Немножко несправедливо для зрителя и обидно, когда полуфинальные встречи состоят всего из 3 партий. Считается, что из группы выходят сильнейшие и должны уж как-нибудь показать борьбу, не уступая 0-3.
поэтому зрители очень радуются, когда Чорапче удаются успешные командные действия. 7-6, пока все на равных. Немножко не состыковались передача и атака. 7-7. На последних мгновениях затащили мяч Чорапчинки. И еще раз будет атака со второй линии. Валерия Захарова тренируется вместе с командой СУФУ сейчас. Играет за Чорапчу. И вот то, что нужно. Укороченный удар в середину площадки. 8-7. Чорапча впервые идет вперед с начала партии. Будет. Девять 7. Подача в актив. Анжелина Максимова. Десять 7. Ровно сидит у нас Лера Захарова. Не были готовы к такому исходу событий Чорапчинки. 8-10. СУФУ на подаче. Саяна Жиркова. С баскетбольных размеров подает Саяна. И подача получается как раз за первую линию площадки. Касание потолка. Продолжает набирать очки команда Чорапчи, и СУФУ берет первый тайм-аут. 9-12. Вернулись девушки на площадку. Будет атака с четвертой зоны.
цепляют любой мяч. Любо-дорого смотреть. Но обидно в конце таких сейвов, когда удар приходится на сетку. 13-9. Вместо Афанасьевой Саины заходит Борисова Аня. В каких-то сантиметрах от линии приземляется подача Динары Луковцевой. И черед подавать СВФУ. Будет пас, будет скидка. Все ждут СВФУ. И отвечает в том же духе, но результативнее. Не поверили в свои способности чурапчинки. 12-13. Разрыв минимальный. Приближается Университет в третьей партии. Хорошо поднимает Чурапча. И будет скидка от пасующего. Ну и на добивании чаще всех сегодня Алгыстана Алексеева ставит точки. 13-13. Равные цифры перед нами на табло, но не равные по партиям. 2-0 ведет СВФУ. И единственная возможность Чурапче остаться в этом полуфинале дальше. Там какие-то гимнастика вместо волейбола. Самый красивый розыгрыш в этой партии. Девушки буквально катались по площадке. И в итоге 14-13. СВФУ вперед вырывается. Не согласна с этим Чурапча в лице Динары Луковцевой. 14-14. И вновь очень хладнокровно действует команда Чурапчи. 15-14. Сейчас нужна атака СВФУ. В затяжных розыгрышах Чурапча ничем не уступает. И даже чаще оборачивает в свою пользу. Анна Борисова неожиданно укорачивает удар. И 15-15.
До последнего боролись чурапчинки, и это не может не радовать тех, кто наблюдает за этой игрой. 16-15. Будет удар. (16-16). Один другого разнообразнее розыгрыши в этой партии. Балуют нас девушки. Все на месте, все ждут. Удар будет. Сауфу поднимает и скидывает. Чурапча разгоняется. Ну, тоже скидка. Кто первый произведет силовую атаку, тот и возьмет очко. В данном случае Валерия Захарова. 17-16. Эйс. Самый нужный момент, чтобы увеличить разрыв. 18-16. Хватит ли Чурапчи сегодня до конца третьей партии? (19-16). Определяют переход через среднюю линию. 17-19. Сильная подача будет в исполнении Надежды Владимировой. С задачей справляются Сауфу. И 18-19. Чурапча вынуждена взять перерыв, чтобы остановить такие же сильные подачи. Идет второй полуфинал чемпионата республики среди женщин. Первый полуфинал выиграли Якутск против Усялтана со счетом 3-1. Второй полуфинал играют Северо-Восточный федеральный университет против Чурапчи. СВФУ ведет 2-0 по партиям, а в третьей партии пока Чурапча впереди с минимальным отрывом. 19-18. Раскрылись девушки в третьей партии. Выдают одну из своих лучших матчей. Снова нет доводки. И уже на опережение будет подавать СФУ. 19-19. К сожалению, мяч в ауте. 20-19. Чурапча, капитан команды Валерия Захарова. И тоже за пределами площадки подает. Словно никто не хочет идти вперед, девушки. Идут с минимальными отрывами. 21-20. И сейчас уже вступаем в решающую стадию этой партии.
лучший судья чемпионата республики среди мужчин. Гаврил Захаров все видит. 22-20. Немножко хаотично играют команды. И как итог, аут в нападении. 23-20. Проваливают последние 3 розыгрыша Чурапча. И будет сейчас стараться выравнивать игру. 21-20. СУФУ будет атаковать. Спокойненько по блоку. Калининская Мечия. И с таким завершающим ударом записывает в свой актив партию, игру и полуфинал команда Северо-Восточного федерального университета. Поздравляем девушек с выходом в первый финал. И поздравляем также молодую команду Чурапчи с игрой за 3-е место. Итак, у нас финальные пары выглядят следующим образом. За 1-е место будут играть СФУ и Якутск. За 3-е место будут играть Чурапча и Усть-Алданский район. Сейчас на площадку заходят команды, играющие за 5-е место. Это сборная команда Мегино-Кангаласского района и сборная команда Намского района. После их игры будет встреча за 7-е место между Алекмой и Амгинским районом. Спасибо за внимание. Продолжайте смотреть. Приходите во Дворец спорта 50 лет Победы.
Судья. Первый судья. Осип Режнов. Первая категория. Город Иркутск. Второй судья. Никит Попова. Вторая категория. Ахтинский УЗ. Судьи на линии. Турнин Альян. Павлова Мария. Приглашаем в стартовый состав команды Дамского УЗа. Номер 1. Диана Спартакова.
Свердлов. Приветствую команду. Матч судеб. Первый судья Ариан Кузьменов, третья категория, город Якутск. Второй судья Гаврил Захаров, вторая категория, город Якутск. Судьи на линии Арина Максимова, Павла Мария. Секретарь матча Аида Иванова. Приглашается стартовый состав команды
Замена команде Киевского района по старика номер 2, призыв цифры 26.
Что значит? Ой-ой-ой. Это где? Invertida. Forse mai. Forme. Invertida.